Может быть, первый развернутый комментарий по американским санкциям. Какие выводы мы можем сделать из опубликованного сегодня исполнительного указа президента США? Мощный инструмент нового этапа давления на режим – это появление вторичных санкций, на которых мы и сделали особый акцент в аналитической записке Народного антикризисного управления, которую мы передали ранее американской стороне. До сегодняшнего дня американская программа санкций по Беларуси не предусматривала использование этого инструмента. То есть ранее ограничения накладывались на американские компании и их иностранные отделения, которые не могли вести бизнес с теми белорусскими предприятиями, которые находятся в санкционном списке США. Ранее компаниям из третьих стран не запрещалось торговать с подсанкционными белорусскими предприятиями. И вот теперь иностранным компаниям по всему миру, ведущим бизнес с белорусскими предприятиями, подпавшими под санкции, как и индивидуальные, так и секторальные, придется серьезно задуматься, так как новый исполнительный указ устраняет этот недочет. Приведу пример. Теперь стало возможным наказание любого банка, если он будет обслуживать счета предприятий, находящихся под санкциями, например, Нафтана. Раньше такие сценарии были безнаказанными. Теперь же над партнерами предприятий, попавших под санкции, будет висеть дамоклов меч финансового наказания, где бы они ни находились и в какой бы валюте ни рассчитывались. Это было одним из главных предложений НАУ в аналитической записке, соответствующую главу из которой мы вскоре опубликуем. Далее секторальные санкции. Мы обосновали необходимость введения санкций, касающихся военного сектора, табачной промышленности и транспорта. Нефтехимического и финансового как секторов в списке США пока нет, но госпредприятия, работающие в этих отраслях, попадут под санкции в индивидуальном порядке. То есть у того же Беларускалия теперь не только нельзя покупать удобрения, но и продавать ему, например, оборудование. А в сочетании со вторичными санкциями любая компания, не только американская, которая будет так делать, рискует попасть под санкции США. Следующий сильный момент – это отсутствие срока для завершения предыдущих контрактов, в отличие от европейских санкций. Никакой отсрочки в исполнительном указе США нет. Единственное исключение – предусмотрен срок для прекращения взаимоотношений с Беларускалием до 8 декабря. Кроме того, ужесточена ответственность за изобретение схем обхода санкций, что также было одним из пунктов предложения НАУ. И последнее. Все центры силы ЕС, Великобритания, США и Канада теперь работают сообща, что многократно увеличивает силу санкций. Сейчас наши юридическая и экономическая службы готовят полный анализ введенных санкций, и он будет опубликован в ближайшее время. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что целью вводимых санкций является добиться выполнения требований белорусского общества, освобождения всех политических заключенных, начало расследования по всем уголовным делам, совершенным режимом, прекращение репрессий и насилия и, конечно, проведение новых демократических выборов.